Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствуем всех наших подписчиков, всех любителей овец гисарской породы, а также аборигенных среднеазиатских овчарок. В Таджикистане их называют саги чупони, саги туджики или саги дахмарда. И дахмарда, и чупон – это одно и то же, это чабан переводится. Вот. И мы выехали по направлению к Эсамбаю. Такие вот замечательные места, это уже долины. Это уже места, где овцы останавливаются на зимовке. Вот. И от Ляура начиная, вплоть до самого Шахритуса, это на границе с Афганистаном и Узбекистаном. Там субтропическая зона. И вот туда двигаются овцы. И вот мы видим овец. Идет великолепная отара. Здесь примерно 850 голов. Замечательные гисары, в основном качественные очень. Встречается брачок или джойдори, овцы встречаются, но в основном посмотрите, какие замечательные овцы-матки. Вот Чебан говорит, что эти овцы принадлежат ребятам из города Душанбе. Они их пасут и ведут они их как раз в Шахритус, туда, где пасутся овцы Ходжи Мирзо Карима, тоже покойного ныне, то есть Айвоч. Вот, Айвач, Айвоч. И вот мы видим, что овцы очень упитанные. Возвращаются они с горных пастбищ. И посмотрите, травы как бы нет, но на самом деле эта трава есть. Такая вот, то, что вот желтенькая, это трава. Вот овцы даже это, как говорится, поглощают и перерабатывают вот в это прекрасное, как говорится, свое состояние. Мы видим, что они упитаны. И хотя прошли достаточно много километров уже. Вот видите, вот травка вот только какие-то поросли какая-то есть сухая. Вот они это и едят и выглядят замечательно. Здесь одни только овцы-матки и ярки вот этого года. То есть кучкаров нет. Здесь кучкары стоят у них в селении. Вот. А овцы-матки вот двигаются своим ходом, идут. Собак нет. Потом нам объяснил он, что собаки, как говорится, идут вот там за холмами, там идут собаки и ослы, которые везут поклажу. А овцы двигаются вот именно здесь. И мы даже остановились, чтобы вот поснимать, потому что уж больно. Вот видите, вот с белой головой вот идет ярко. Вот как раз это вот джойдоричная. А эти овцы мы видим. И вот здесь идут и ярочки такие замечательные, очень упитанные. И замечательные, мы уже много раз отмечали, что за последние годы поголовье гисаров приумножается, потому что вот они доказали, что на подножном корме быстро набирают вес, и эта себестоимость снижается, конечно же. И вот такие вот замечательные, красивые места, просто лубочные такие картины. Вот, завораживающие. Вдаль уходит дорога, а по этой дороге двигаются отары и отары. Вот. И чабаны вместе с ними двигаются, конечно же. И собаки их сопровождают. Как говорится, отару как раз таки собаки не сопровождали в данный момент. А так в основном двигаются в сопровождении собак, конечно же. Вот мы уже сели в машину, мы отсняли их. И Чебан любезно вот освобождает нам дорогу, разгоняя овец. И мы едем по вот этому, как говорится, морю из овец. Вот видите, как красиво все это выглядит. Замечательно. К сожалению, у нас не было много времени в этом году поездить осенью. Весной мы нормально поездили, а в этом году поменьше, потому что и у Алихона много работы. Сейчас сезон охотничий начался. Уже слишком много чем заняться. И я тоже съездил всего лишь на 2 недели. В Душанбе времени не было. Вот. Но пожелали мы им бараката, этим ребятам. И двинулись дальше по направлению. И вот еще очередная отара. Здесь уже собаки присутствуют. Это отара тоже ребят из района Рудаки. Вот именно как по району, по которому мы двигаемся. Тоже идут туда же. Вот такие вот замечательные. Смотрите, какой великолепный пес идет. Это
сука, кстати. Вот. Движения красивые. Это самое главное у собак рабочих, это то, что они двигаются, конечно же, как они идут, как будто плывут по рельефу, соответственно. И овцы тоже замечательно. Сейчас мы остановимся, вот, чтобы, как говорится, снимать уже приближающуюся отару более подробно. Ну, вот такой вот ландшафт. Здесь холмы и холмы. То есть, в отличие от местности, откуда они спустились, где горы, камни, здесь в основном, то есть вот такие вот более-менее, как говорится, долина. Здесь высота всего лишь навсего 800 метров над уровнем моря. Даже 1000 нет. Это вот на, как говорится, высоте, как и Душанбе расположено. Даже. А дальше они спустятся вообще еще ниже, получается. И вот мы видим, идут на нас великолепные эти гисарские овцы. И сопровождают, вот сзади идут собаки, сбоку идут собака. И во фронт тоже идет пес. Вот такой вот вожак. Бело-черный, так скажем. Вот. И там же рыжий пес тоже. Вот он завилял хвостиком, потому что мы показали ему лепешку. Вот. По дороге они ничего не едят. Нету времени, чтобы подкармливать. И собаки моментально отзываются. Очень классно сложенный пес. Опять-таки, нас спрашивают, какой рост, высота. Вот высота такая, какой описывал их Мазовер в свое время. Вот, от 65 сантиметров до 75, наверное, вот так вот, самый высокий, которых мы видели. Мы не измеряем собак, это ни к чему, потому что для азиата самое главное – это выжить в этих тяжелых условиях и выполнять свою обязанность, охранять отару от посягательств чужаков и от посягательств хищников. А хищников хватает. Здесь и волки, и шакалы, и медведи. И вот такая вот троица такая замечательная. Видите, вот когда уходили в горы отары, собак было много, а возвращаются уже не все. Ну, погибают собаки. Особенно, видите, здесь щенков нету, молодых собак. Связано это с тем, что вот как раз-таки и с хищником встречаются, и погодные условия. В общем, много чего происходит. И опять-таки вот такой вот замечательный, как говорится, кадр. Вот там, где низкие облака почти соприкасаются с холмами. Вдали вот там Эсамбай. И мы тоже продолжили свое движение в сторону Эсамбая. Опять нам пришлось обогнать отару. И здесь у нас уже появилась возможность хорошенько рассмотреть гисарских овец, которые они гнали. Вот чебаны любезно стали, вот, как говорится, разгонять овец перед нами. Иначе проехать невозможно. Ну, в принципе, овцы замечательные, качество хорошее. И мы видим, что действительно набрали вес они в горах. И будут находиться на зимних стоянках. Уже вот скоро будет окот, начнется буквально через месяц, через два. Но вот как нам как бы выяснилось, в некоторых отарах, где не уследили, вот у Абдурахмана, например, уже 80 овцематок принесли ягнят. Ну, потому что вот так вот за одним, за двумя кучкарами не уследишь, они там потом делают дело. А так вот красивые такие места. Поблагодарили мы чебанов, что они разделили отару для нас, и пожелали им удачи, бараката. А вот здесь как раз мы встретили это селение Сафя-Чашма. Встретился нам тоже аборигенный пес Сагидах Марда. И непонятно, то ли это кишлачный пес, то ли это пес, который вернулся из перегона, потому что в Сафя-Чашме тоже находится несколько отар. Вот, так что мы не знаем. Но пес великолепный, отличный такой вот, классный. Вот, так что желаем вам бараката, удачи, успехов, мирного неба над головой. У нас еще есть в запасе несколько репортажей. Потом нам прислали репортажи из Чечни. Передадим еще.